Всем привет! Я сейчас еду в пустыню с Женей. Мы будем снимать несколько видео для платформы Wispens. Это будет зарядка. У меня в планах снять, знаете, одну зарядку, чтобы она была такая более спокойная, расслабляющая для тех, кто любит очень медленно, да, так просыпаться со стретчингом. А вторая растяжка, наоборот, будет такая более активная. То есть тут уже на любителя. Хотим найти какую-то красивую локацию, чтобы это все было в природных местах, потому что мне кажется, человек, который вот только проснулся, ему будет очень приятно смотреть на природу, это будет успокаивать разум. Мне кажется, это отличная идея. Просто грех не воспользоваться тем, что мы живем в таких красивых местах. Мы снимать начнем, когда будет хороший свет, а до этого я планирую просто позагорать немного. Ребят, направляемся вон аж на ту гору. У нас сейчас предстоит такой хайкинг. Так, обстановку мы разведали, места красивые, погода классная. Единственное, что ветер сумасшедший, но я думаю, что нормально будет. Волосы я соберу. Ну, надеюсь, меня не снесет во время того, как я буду заниматься. Загораю я здесь просто на травке, но полежав там, я поняла, что здесь очень много насекомых разных. Там муравьи, жучки и всякое такое, и они меня постоянно грызли. Поэтому мне пришлось искать выход из этой ситуации. Женя предложил мне взобраться на крышу. Ну, кстати, неплохо. Я здесь так себе постелила. Твердовато, но я подложила одежду. И, в принципе, нормально. Так что я сейчас принимаю солнечные ванны. На самом деле солнце, конечно, жарит ого-го. Я думаю, что я сегодня буду на порядок темнее приеду домой. Доброе утро! У меня сегодня съемка для спортивной одежды. Это будет каталог. Это, кстати, впервые у меня работа именно модельная за время всего этого происходящего. И да, у меня была такая дикая бессонница, ребята. Я сегодня проснулась в 4 утра и не могла уснуть. Вообще не понимаю, что происходит. За мной приехал фотограф уже в 6:30. Надеюсь, я включусь в работу. Тем более, я так давно не работала. Я уже отвыкла. Я уже приехала в студию. Я в маске. Кстати, все в маске, вся съемочная группа. Здесь у нас кухня, вот наш завтрак, какие-то сэндвичи, ролл веганский, наверное, для меня. Но я не голодна. Я сейчас выпью что-то горяченького, потому что прохладно стало. Так, ребят, я уже переоделась. Это вот мой первый спортивный комплектик. Мне, кстати, нравится. Красивый цвет. Что мне, ребят, пока делают макияж. Кстати, мы приехали сюда, наверное, уже часа 3 назад, и вот до сих пор я еще не начала сниматься, потому что красили девочку, и только вот меня сейчас начали красить. Кстати, один из моих любимых аутфитов сегодня, и ткань здесь очень классная. Недавно я себе заказала кое-какие вещи, я вам сейчас покажу. Это бренд, который делает купальники и спортивную одежду из переработанного пластика. Очень круто, что люди сейчас больше задумываются об экологии, и я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Единственное, что один купальник я вообще заказала бежевого цвета, он мне пришел в зеленом цвете, в таком болотном. Я, конечно, была немножко разочарована, потому что, скажем, зеленый не мой самый любимый цвет, но, знаете, я вот сейчас в нем, я так посмотрела на него, вроде бы выглядит довольно неплохо. Вот я надела второй купальник на себя, это такого шоколадного цвета, мне он нравится. Единственное, что топик загорать не совсем удобно в таком, но в бассейне поплавать самое то. Так, а вот и комплект спортивной одежды. Очень круто выглядит, я очень довольна, как вторая кожа, сидит идеально. Кстати, насчет размера меня часто спрашивают, какой ношу размер. Я всегда беру либо small, либо extra small. Так получается, я вроде бы сижу на карантине, мне кажется, что я не шоплюсь, вроде бы я ничего не покупаю, мне особо ничего не нужно, но тем не менее постоянно ко мне приходят какие-то посылки, как-то постоянно все равно я что-то себе заказываю. Я давно хотела себе заказать комплект спортивной одежды бежевого цвета, велосипедки
и кофты. Вообще сидит идеально. Мне кажется, еще когда я загорю, еще чуток больше. Так будет вообще очень круто выглядеть. Такой беж на коричневом теле. Класс. Так, как оказалось, 3 купальника. Я что-то не досмотрела, видно, либо не допоняла. Но, в общем, не важно. Оказалось, что у меня 2 купальника одинаковых, только разного цвета. Тот, что в шоколаде был, еще вот в таком серо-бежевом цвете. Кстати, тоже красивый. Так, ребята, показываю последнюю покупку. Это леггинсы, которые я купила вместо Ала Йога. Помните, с Ала Йоги мне пришли леггинсы, мне не подошли, я их сдала. И я себе заказала в бренде Атлета, и я на 100% довольна. И на самом деле у меня были от них леггинсы, я их покупала 4, а то или 5 лет назад, и они мне по сей день служат, и я в них хожу дома. К нам недавно пришла доставка еды, которую я показывала в прошлом влоге, и мне настолько это нравится. Готовить так легко, и все получается очень вкусно, и это вообще такой творческий процесс, ты учишься каким-то интересным, вообще новым веганским рецептам. Сейчас Женя освободится, и мы вместе будем готовить ужин, я уже в предвкушении. Там такие ингредиенты классные, сейчас я вам все покажу. Так, наши ингредиенты на сегодня. 2 цукини, базилик, веганская моцарелла пармезан, лимон, веганское масло, чеснок и гночи. Гночи, ребята, это итальянские клёцки. Я только что прочла о них, и в нашем случае они веганские, то есть без добавления яиц. Так, чеснок у меня здесь уже готов. А здесь Женя нарезает цукини, уже почти сделал. Сейчас чеснок мы высыпаем на сковородку. Сейчас я лимонный сок выдавливаю на цукини. Также это нужно будет посолить, поперчить. 3-4 минуты, пока оно не станет коричневой, потом меньше огонь и 5-7 минут. Мы, кстати, половину лимона добавили сюда, просто порезали его и обжариваем вместе с цукини. А гночи мы уже сварили, но их еще нужно будет обжаривать. Ребят, запах у базилика — это просто что-то божественное. Он так классно пахнет. Вообще не понимаю, почему никогда его раньше не покупала. Итак, наш ужин готов. Я встретилась, ребят, с Даяной, и мы сейчас едем на хайкинг. Сегодня прекрасная погода, отличное солнце, небо ясное. Едем на одно место. Это, кстати, помните, в одном влоге я вам показывала, где у нас машину ограбили и окно разбили. В общем, да, мы едем в это место, там очень красиво. Когда на карантине, самый был жесткий карантин, я просто выезжала, честно, покататься. Просто поехать. Да, просто поездить. Пробок нет, это ж вообще Слушай, кайф. шикарно, я обожаю, мне очень нравится карантин, никаких пробок, кайфуешь. И мне нравится машина, Даяна. Неплохо, чисто калифорнийский стайл. Да. Welcome to California. Когда сидел в карантине, толстел, наконец-то вышел из из углеводного обжорства и гордишься и делишься. Когда карантин начался, да, стало очень понятно, что основные деньги стали уходить на еду, потому что развлечения нет, и любое развлечение превратилось, сейчас я закажу-ка я что-нибудь домой вкусненькое, да? А еще плюс стресс заедаем. Конечно, конечно. Сразу хочется заказывать что-то онлайн. Потом я решила А еще взять скажи, тебя, еда да. дает людям какое-то, типа, ложное чувство безопасности, Да. какое-то, что, типа, все окей, я контролирую ситуацию. Короче, я решила, что хватит. И только когда я начала действительно сбалансированно питаться, у меня покупки вообще и сколько я трачу на еду уменьшилось, я бы сказала, раза в 3. Я поняла, что когда ты вот питаешься, вот я сейчас в основном смузи и легкие перекусы, да. Во-первых, у меня энергии больше, денег больше тратится, да. И чувствую я себя офигенно, да? Расскажи про молоко, как ты готовишь, потому что, Ой, мне молоко. кажется, это очень актуально. Многие люди Да. жалуются, что они не могут найти растительное молоко в их городах. Ты миндальное чаще всего делаешь? Я чаще всего миндальное, и сейчас начала миксовать миндальное с кешью. Самый легкий рецепт — это стакан орехов на 3,5 стакана воды. Блендеры на высокой скорости, где-то там 1,5 минуты. Потом выжимаешь все через вот специальное либо марлю, либо специальный nut-bag, да, для орехов специальная. И все. Так с выжимкой я ее не выкидываю. Я из нее делаю печеньки легкие. Я из нее делаю хумус. Вот это я понимаю. Даже я так не заморачиваюсь. Вообще, прикинь. Интересно, с какой целью тапочки? Реально для хайка, чтобы он, конечно. да?
чтобы удобно ему было. Наконец-то у меня за долгое время была творческая съемка. Я сегодня фотографировала со своей подругой, фотографом. Мы с ней познакомились очень давно, еще когда мы с Женей прилетали в Майами, но на то время со своим мужем жила, сейчас она сюда переехала. Так вот, у нас сегодня была такая артовая съемка, очень творческая. Мы снимали на пленку, ну и также на обычную камеру тоже. Я уже жду не дождусь, когда она проявит снимки, когда можно увидеть результат. Фоточки получились секси, очень красивые. Хотелось создать такое настроение кинематографичное, немножко Синди Кроуфорд, немножко Софи Лорен. Ну, получилось, мне кажется, круто. Get out of your mind. Едем на пляж. Наконец-то у нас открыли пляжи. Мы едем загорать в Лагуну Бич. Я хочу приобрести нормальный оттенок, потому что мне уже надоело быть синюшно-белой. Хочу уже наконец-то носить какие-то платьичка, потому что надоело ходить в спортивных штанах. Я, кстати, себе заказала очень крутых 2 платья в Urban Outfitters. Они скоро должны ко мне прийти. Хотя одно не скоро. Одно придет ко мне аж в июле, но в принципе мне все равно. Как бы в июле мне тоже надо будет что-то носить. Поэтому к тому времени, когда они ко мне придут, я уже буду красивая, загорелая. Мне, кстати, на солнце нужно немного, то есть буквально я могу там неделю позагорать, да, грубо говоря, там даже 5 дней, и я буду очень коричневая. В воду я так и не рискнула зайти. Я вообще такая мерзлячка, для меня вода должна быть теплой. Я не могу туда заходить, поэтому только ножки так помочила. Так, чтобы не жарко было на солнце, а плавать в другой раз. Свет хороший. Сейчас фоточку надо для Инстаграм сделать. Сегодня был замечательный день, уже закат. У океана просто прекрасно. Воздух, шум воды. Удивительно. Вообще, выходные прошли классно. Я и, скажем, даже поработала, ну как поработала, в плане контента, творчески поработала. Также просто отдохнула. Доброе утро, только что проснулась, и ко мне уже пришла посылка, вернее, их даже 2. Я вам сейчас покажу, что я заказала. Смотрите, ребят, какая красота. Я заказала вот такой наборчик, кофейные, либо чайные чашечки. Просто произведение искусства, очень красиво. Да, кстати, насчет посуды. Раньше я была абсолютно равнодушна к декору, к каким-то вещам для дома, там, а-ля полотенце, постельное белье, какая посуда, мне вообще было без разницы, и я не любила это выбирать. Не понимала людей, которые могут провести в магазине, там, товары для дома там целый день, и им это доставляет действительно искреннее удовольствие. Сейчас я на самом деле очень изменилась за последние годы, наверное, повзрослела, стала более хозяйственной, более женственной, что ли. И сейчас для меня важно, чтобы действительно эстетика и качество было во всем, не только в одежде, там, в косметике, а чтобы это действительно и полотенце, и постельное белье, и какая-то бытовая техника для дома, и посуда, чтобы все было высшего качества, чтобы все было красивенькое. И я действительно, я не помню, чтобы я когда-то так радовалась обычным красивым чашечкам, какие бы они красивые не были. Сейчас покажу вторую покупку, которую мы заказали. Это заказал, кстати, Женя. Это как такой некий массажер для тела. Это для того, чтобы разминать мышцы спины, там, поясницы, ног, рук. Пробовала я это делать. Как-то, я скажу, болезненно довольно получается. Если так вот покачаться на ней спиной, то потом будет такая довольно даже сильная крепатура. Для людей, у которых сидячий образ жизни, особенно в условиях карантина, это будет полезно. Так, а вот я приготовила свой кофе в этой чашке. Настолько это выглядит красиво, эстетичнее, чем с обычной кружки. Пить одно удовольствие. Я, ребят, сижу за монтажом уже, наверное, полдня. Мне кажется, что часа 4 это точно безвылазно просто отсюда. Вообще, ребят, у меня есть монтажер, который мне чистит сам видеоролик, но потом я все равно его дорабатываю. И даже на доработку, на нахождение дополнительных кадров каких-то, либо фотографий, просто уходит какое-то невероятное количество времени. Но когда у меня видео готово, я всегда очень счастлива, чувствую такое ощущение удовлетворения, когда оно уже появляется на ютубе. Тем более это видео, кстати, такое нетипичное у меня получилось, как для моего контента. Я ничего подобного, по-моему, не делала на своем канале. Надеюсь, что вам оно понравится. Что-то я сегодня проснулась и полдня прокрастинирую. Не знаю, так сложно собраться. Еще у меня видно что-то с давлением, потому что
как-то голова подозрительно болит. Бывают такие дни. Не люблю я чувство прокрастинации, которое, я думаю, знакомо многим из вас. Очень неприятная штука, когда понимаешь, что есть куча дел, которые тебе нужно делать, даже знаешь, что тебе нужно делать, и при этом ты все равно стопоришься и не делаешь ничего. Ну, я, в принципе, сегодня помонтировала видео. Это одна тренировка, которая появится скоро на платформе Whisper, зарядка. Ну, это у меня не так уж и много времени заняло, может быть, 2 часа я где-то посидела, и, по сути, больше я сегодня ничего не сделала. А сейчас уже вторая половина дня, и коэффициент пользы сегодня у меня не очень высокий. Только что, кстати, выпила таблетку обезболивающую от головы, надеюсь, сейчас мне поможет, и я смогу включиться, потому что у меня, кстати, частенько такое бывает, что я полдня ничего не делаю, а во второй половине дня, наоборот, делаю очень много, и все в итоге потом получается. Надеюсь, что сегодня тоже один из таких дней. Сегодня мы будем готовить блюдо из индийской кухни, называется дал махани. В общем, такое экзотическое название. Надеюсь, это будет вкусно. В принципе, мы были как-то в ресторане индийской кухни, было неплохо. Так, сегодня для нашего дал махани нам понадобится рис. Я, кстати, люблю такой продолговатый рис, он всегда очень вкусный. 1 луковица, веганское масло, корень имбиря, лимон, кокосовое молоко, томатный соус какой-то, как-то чатни называется, пудра карри, как вы знаете, это приправа на основе куркумы. Дальше семена тмина. Это очень полезная штука, особенно для желудочно-кишечного тракта, и вообще там много полезностей. Дальше вот такая чечевица, белуга, это самый мелкий сорт чечевицы. И сахар не рафинированный, да, из тростника. Мне говорили о том, что он такой же вредный, как и белый сахар. Безусловно, сахар лучше употреблять в ограниченном количестве, неважно, белый, коричневый. А если вы его едите крайне мало, редко, то ничего страшного. И если уж есть выбор, то лучше отдавать предпочтение коричневому. В общем, я уже нарезала лук, имбирь и чеснок. Я, кстати, забыла про него сразу сказать. Да, нужно еще чеснока побольше положить туда. Здесь у меня рис уже доваривается, его нужно варить 35-40 минут. Сейчас на сковороде мы разогреваем масло авокадо, а потом будем добавлять сюда семена тмина. Теперь к нашему тмину добавляется чеснок, имбирь и лук сюда же. Здесь у нас чечевица, мы добавляем 3 чашки воды. Сюда мы добавляем кокосовое молоко. Теперь идет вслед за молоком сахар. 2 пакетика. Теперь все содержимое выливаем на сковородку к нашему луку и всему остальному. Сюда же выдавливаем лимонный сок. Нам нужно половина лимона. И последний штрих, добавляем соли немножко и специй по вкусу. Еще я сюда добавила немножко карри, оно приобрело такой красивый цвет. И веганское сливочное масло я только что добавила в рис, все это перемешиваем. Это все, что было на сковородке, затем добавили рис. И последний шаг, добавляем томатный соус. Он, кстати, острый, поэтому надо быть аккуратным. Можно. Это было очень вкусно. Это была огромная порция, я все съела и чувствую себя прекрасно. Кстати, большинство индусов, они вегетарианцы. Просыпаюсь от того, что крики стоят, и это Женя так радовался ноутбуку. Пришла доставка с Apple. Он такой красивенький. Что-то он не особо от моего отличается. Это Такой же. только модель версии. Видишь, они типа убрали вот эту кнопку. Буквально вчера или позавчера я говорю Жене, что очень хочу массажер, потому что мне массажа не хватает на карантине. И что вы думаете, он мне не сказал, и на следующий день приходит массажер. Оказалось, что он его заказал еще гораздо раньше, и так получилось, что только сказала, и он пришел. Вот такая штуковина, смотрите, как это выглядит странно, такой как пистолетик. И здесь различные насадки, здесь, кажется, 3 или 5 разных насадок, и это реально крутая штука. То есть одна мощность сильнее и еще сильнее, и оно получается такая вибрация. Включим меньше мощность, сейчас на Максике протестируем. Ну как тебе? Нравится? Ой, ты мой яйко. Вообще не смущает. Я в шоке, что его не пугает этот звук вибрирующий. Вообще все равно.
Только что вернулась с магазина, ходила за молоком, но, как обычно, купила всего много. Кстати, вчера я тоже так пошла, кажется, за бананами. В итоге принесла 2 огромных пакета продуктов. В магазинах всегда так тянется рука то за одно, то за другое. В общем, не умею покупать продукты по списку. Сейчас, кстати, покажу, что я купила. Вот, изначально я шла за этим. Это овсяное молоко. Но я захотела камбучу. Я просто обожаю этот напиток. Ферментированный чай. Еще одна камбуча. Это арбузная камбуча. Очень вкусная, обожаю. Также я купила вот такие веганские сливки для кофе, кример на основе миндального молока и кокосового. Также я купила гранат. Я очень люблю гранат, я вам говорила об этом, это очень полезно. Единственное, что не было вот целого граната, был только вот такой фасованный в пластике, потому что я знаю, сейчас мне начнут писать: о боже, ты покупаешь пластик. Нет, ребят, если был бы там целый гранат, я бы купила целый, но, к сожалению, у нас его не было. Также я купила вот такое масло для жарки в виде спрея, это очень удобно. И еще я купила вот это вообще такая вкуснятина, это трюфельное масло. Запах просто божественный. Я, кстати, всем рекомендую, если вы не пробовали покупать, это очень крутая штука. У меня теперь тут прям целая коллекция масел, все как-то по-своему круто пахнут, и плюс это полезно очень.